наш Байконур. Вон он, Нью-Йорк! Там, говорят, жил и разговаривал с птицами тот самый святой Франциск. Там находится Съедобное Корбеццоло. парус в виде какой-то дольки манго. Опять чей-то замок? Красиво. Да посмотри, их тут сколько. Я бы назвал его... Это нормально. Не, ну с первого взгляда, конечно, лавочку можно и не заметить. Привет, буренка. Вот здесь была крыша. К этой избе до сих пор дороги не нашел. Серега, привет. Смотри. У нас вот тут такой есть местный... Ты знаешь, я его окрестил наш Байконур. Такие вот вышки. Часть из них, наверное, какие-то, не знаю, телевизионные трансляторы. Может, даже военные. Ну, вот так. Вот он вписан в такие, скажем, живописные холмы. Оливковые аллеи. А вот и город на холме. Сан-Винандо. Серег, смотри, Волгоград удивительный город. Потому что отсюда, да, если присмотреться и всмотреться вдаль тумана, можно увидеть Нью-Йорк. Вон, присмотрись, видишь? Видишь, это Empire State. Ну, я тебе вот, Empire State Building. Давай ближе тебе покажу. Конечно, такое расстояние. Вон он, Нью-Йорк, да, отсюда прямо видно эту башню. Вот такой удивительный город. Но правда в тумане. Поэтому каждый раз, когда мы проходим по городу, и так вдалеке виднеется эта башня, мы говорим: о, Нью-Йорк где-то близко. Где-то прям за вот этим забором. Серег, привет. Посмотри. Вот так обрезают оливки. Вот. Там вот, смотри, такая плоская гора. Называется Субасио. Там, говорят, по всяким легендам, жил и ходил и разговаривал с птицами тот самый святой Франциск, которого все знают из-за Сан-Франциско в Америке. Но здесь-то его знают, конечно, по-другому. А тут вот, смотри, опять, оп, огород. Ну вот огород, Сережа, видишь? Огород. Но с оливками. Ну и церквушка приютилась. Вот так. Так и тебя. Сережа, я тебе гарантирую, что вот там находится город. Причем где-то вот там находится вокзал. Вот здесь находится автовокзал. Где-то вот здесь вот находится планетарий. Чуть дальше, в общем, вот там вот находится Родина-Мать. Очень удобно показывать город, когда он весь в тумане. Можно показать в любое место. Это такой, знаешь, это инструкция для начинающего экскурсовоза. Проводите экскурсии в тумане. Показываете в любую точку города, говорите: там находится железнодорожный вокзал. Хотя он вот там находится. Показывай сюда, не промахнешься. Серег, посмотри. Это съедобная, очень съедобная ягода. Называется смешным словом Корбеццоло. Да. Она обычно более красная, чем на этой картинке. И у этого дерева еще и белые цветы. То есть это просто итальянский флаг на дереве. Красные ягоды, зеленые листья, белые цветы. Увидел вот такую картину. Серег, смотри, видишь корабль, и у него парус в виде какой-то дольки манго. А вот видишь здесь такие волны в виде грустных смайликов. Ну, то есть, если приглядеться, то два глаза и грустный смайлик. Два глаза и антиулыбка. Вот так. Такой корабль. Но зато солнце жарит так, что я точно узнаю Волгоград.
На самом деле, в последнее время такая летом температура воздуха, что многие уже думают, мы на юге России живем или все-таки на севере уже Африки. Посмотри, какая панорама. И тут хоп. Опять чей-то замок. Не, ну они прям расселились, Серега. Ты глянь. А? Вот там вот тот огород был, а тут оп, и замок. Чудеса. Красиво. Да, просто красиво. Нет, вот так. Вот, красиво. Серега, посмотри. Это ж какая штуковина диковинная. Угу. К вопросу об аграрных увлечениях Италии. Да посмотри их тут сколько. Красота. И тут каких только нет моделей. И годов, и всего, чего хочешь. Ну, Италия, сынок. Италия, Серег. Италия. А вот это устройство для развлечения детей. Я бы назвал его земной шар. Причем, как ты понимаешь, вот с такого расстояния Землю видно только из космоса. Поэтому это, знаешь, детей готовят к космическим полетам. А вот, видишь, даже как-то кто-то взял и сильно вот так облокотился на земной шар. И все, и слегка с этой стороны впадина, да, образовалась. Кстати, я здесь не вижу... не, вижу. Вот, если обратить внимание вот на эту лестницу, то по этой лестнице можно подняться на этот земной шар и уже сейчас ощутить себя в космосе. Только держитесь крепче на земном шаре. Серега, привет! Вот посмотри, для тех, кто хочет жить высоко-высоко на холме и глядеть вокруг и видеть все. А такая изба. Вот изба. Да, каменная. На холме. Едешь, дорога почти кончается. Видишь, нет дороги. А там изба. До сих пор не знаю, честно, как к ней подобраться. Все окрестности я уже тут практически облазил. Честно. А к этой избе до сих пор дороги не нашел. Вот так. Не, ну с первого взгляда, конечно, лавочку можно и не заметить. Но это лавочка. Да, если мы сейчас вот здесь начнем производить раскопки, вот так, медленно, то мы можем и откопать эту конструкцию. И даже здесь немного отдохнуть. Но пока что я бы назвал это местом обитания голубей. Видите, голуби совершенно спокойно прилетают и ходят по этой конструкции. Да, это, как вы понимаете, не один голубь, а много. Да, это, я понял назначение лавочки зимой. Это место, где обитают голуби. Много голубей. Смотри, это вот такой вот интересный мох, лишайник. На многих деревьях распространяется по зиме. Первые розы. На дворе еще, можно сказать, зима, а им хоть бы хны. Начинают цвести. Ну и розмарин тоже, конечно, цветет. Розмарин цветет. Это хорошо.
Сереж, ты знаешь, снег во всем мире помогает понять, как давно люди, скажем, открывали вот эту дверь. Обрати внимание, видишь, сугроб огромный, да, так практически в половину этой самой двери, говорит о том, что давно никто не открывал дверь вот в это сооружение. А, кстати, что это за сооружение такое? Посмотри, здесь мы видим какой-то купол, здесь деревья по бокам. Что это такое? Серег, я вот с удовольствием обнаружил такое сооружение и показываю его тебе. В окрестностях Ареццо. Видишь, казалось бы, что это за конструкция, да? Что это за конструкция? Это на самом деле был павильон. Представьте себе, вот здесь, значит, была крыша, вот такая крыша, и вот здесь были также лавки. Я точно это помню. Куда делась крыша? Вот, смотри, еще кое-какая плитка осталась. Куда делась крыша? Ну, крыша здесь была вот так выше все. А вот это все новенькое-приновенькое. А вон та школа, старенькая-престаренькая, да. Серег, помнишь эту школу? Привет, Серега. Привет, Буренка. Серега, посмотри, какие деловые буренки. Буренки и теленки. Хочет нас забодать. Серьезный бык. Сопит. Серег, смотри, видишь, дорожка, немного посыпана песком, ведет к вот такой конструкции. Давай я тебе покажу. Это трубы. Вот, видишь, труба. И чтобы людям не перешагивать трубы, трубы как бы уступают дорогу людям. То есть ты такой говоришь, ну все, я иду, все. И даже голову ты ни в коем случае не склоняешь перед этими трубами. Вот прошел и идешь себе дальше. А вот смотри, да, видишь, и еще, да, трубы, значит, преклоняются и перед теми, кто идет дальше. Сейчас мы проследим за, так сказать, маршрутом этих труб. Сейчас. Итак, здесь вот они идут, потом они уступают дорогу людям, потом поворачивают туда, спускаются вниз и идут вдоль дома. Пожалуйста. Но самое главное, что ты чувствуешь себя безопасно. Ты чувствуешь, что трубы уступают тебе дорогу. Казалось бы, обычные трубы, да? А видишь как? Очень вежливые трубы уступают тебе дорогу. Говорят, проходи, пожалуйста, дорогой человек, проходи дальше. Посмотри. На границе тучи ходят хмуро. Огромная территория. Чудесные виды.